Эта машина ключевая для Volkswagen, для будущего компактных моделей и вообще для всей немецкой автоиндустрии, потому что перед нами новый Volkswagen Polo, ID Polo, полностью электрическая версия. И знаете, я мог бы ездить на нем весь день. Не про каждый электромобиль так скажешь. Это просто что-то невероятное. Чуть позже расскажу, что будет с бензиновым Polo, а пока вот конкурент Renault R5. Идея такая, размеры как у обычного Polo, но характер вождения на уровне Volkswagen Golf. Модель выйдет под именем ID Polo, у нее будет брат Cupra Raval, а еще кроссоверная версия ID Cross. Мы уже показывали ее. Все они будут собираться вместе со Skoda Epic, тоже электрическим кроссовером. И этот Polo приносит в интерьер новый подход. Возврат к базовым ценностям Volkswagen. Физические шайбы, понятные органы управления и прочее. Получается, одна машина, а историй в ней много. И Volkswagen хочет показать. Они вернулись. И что они услышали покупателей. Сегодня посмотрим все это в деле. Первый эксклюзивный тест-драйв, несколько деталей по салону и самые важные цифры нового электрического Volkswagen Polo ID Polo. Сначала хотели назвать его ID2, но теперь вернулись к имени Polo. Так что все, что нужно знать. И есть ли будущее у компактных моделей? С Томасом авточувство в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Спереди еще камуфляж. Но забавно, что Volkswagen реально думает выпустить такой вариант. Что довольно забавно. Здесь подсвеченный логотип Volkswagen. Показать весь экстерьер пока нельзя. Но если включить поворотники, наверху загорается световая полоса. И да, насекомым тоже нравится этот цвет. Вот поворотник или дневной ходовой огонь. Для основной оптики доступны матричный LED опционально. Габариты классический Polo около 4 метров 5 сантиметров. Колесная база широкая для компактного формата. Диски от 17 до 19 дюймов. У нас самый крупный 19. И сегодня в этом первом тесте посмотрим, насколько они комфортны. Капот очень короткий, и дизайн уходит от привычного стиля линейки ID. Здесь снова классические черты машин с ДВС, не попытка сделать типичный электромобиль. Люди этого не хотят. Им нужен чистый, спокойный дизайн. Volkswagen именно к этому и возвращается. Двери с обычными наружными ручками, для меня это важно, так безопасней. Проще, и аэродинамика от этого не страдает. Задние двери открываются вот так, ручка спрятана. Это всегда пятидверная версия, всегда. И всегда передний привод. Тоже важный момент. Вот здесь видны задние поворотники, а сзади уже заметна форма фонарей. Такая квадратная круглая форма, если так выразиться. Логотип Volkswagen тоже будет подсвечиваться красным. Машина уже немного запылилась. Задняя подвеска, полузависимая балка. Да, по комфорту она проще, чем многорычажка. Во время тест-драйва испытаем сами. Но есть и плюс. Она освобождает много места в салоне, и в багажнике это особенно заметно. Скоро покажу, это действительно впечатляет. А теперь о технике. Базовая подвеска здесь фиксированная, позже появится спортивная, например, для версии R-Line. Опционально будет адаптивная подвеска DCC, она достанется только GTI. И, судя по концепт-кадрам, GTI будет выглядеть интересно. Мощность от 116 до 226 лошадиных сил у GTI. Сегодня у нас 211 сил. Это не GTI, но одна из самых мощных версий. И такие версии идут с большой батареей. Большая батарея 52 кВт-часа нетто, химия NMC, есть и меньшая 37 кВт-часов LFP. Но большинство клиентов выберут именно большую. Так обычно и происходит. Запас хода WLTP до 450 км. Но это чисто город. На трассе цифры гораздо ниже. Я бы сказал около
280 км в реальной езде. Порт зарядки на стороне переднего пассажира. Интересное решение. Обычная зарядка 11 кВт, быстрая до 130 кВт для большой батареи. С 10 до 80% примерно 23 минуты. Все цифры, как всегда, есть в отдельном комментарии с данными и в описании. Заглянем под капот. Есть ли здесь багажник? Нет. Но на то есть причина. Это компактная машина, и инженерам пришлось вписать сюда много техники. Вот компрессор кондиционера, его вынесли сюда специально, чтобы посадить в демпфированное крепление. Если слегка потрясти, видно, как он отделен от кузова. Меньше вибраций, тише в салоне. Поставили и внутреннюю шумку на капот, как у машин с ДВС, чтобы все работало максимально тихо. У ID Cross, более крупного кроссовера, багажник спереди будет, но не у Polo. Теперь про обычный бензиновый Polo. Он пока остается в продаже, но развития у него уже не будет. Инвестиции идут только в электрическую платформу. Нового поколения бензинового Polo не планируют по состоянию на сегодня. Но если люди продолжают покупать, модель остается. Мне самому интересно сравнить, какие тут бензиновая и электрическая версии. А теперь первый взгляд на салон нового Polo. ID Polo. Показать весь передний ряд пока нельзя, но уже видно руль с плоским верхом и плоским низом, и он довольно крупный для такой машины. Если сравнивать, у Renault R5 руль ощущается мягче, чуть более податливый. Здесь также панорамная крыша, она пока заклеена пленкой, так что непрозрачная. Но видно, что есть шторка. Она чуть снижает шум и хорошо спасает от солнца. Можно выбрать и обычную крышу без панорамы. При моем росте 1,89 м запас по высоте остается. Климат здесь снова с физическими шайбами, и это удобно. Можно регулировать, глядя прямо вперед. Да, будет большой сенсорный экран, но делать все через него не придется. Физические органы управления возвращаются в Volkswagen. Блок выбора передач похож на ID.7, вперед-назад и так далее. Привыкнуть очень легко. И на руле настоящие кнопки. Физические. Это тоже возвращается. Задний ряд. 5 в салоне усадить можно, но длина кузова ограничивает простор. Если я сажусь сам за собой, места для ног почти нет. Все-таки это 4-метровая машина. По высоте ситуация лучше, панорамная крыша не идет до самого заднего края, и потолок снова поднимается. Так что высокий человек может сесть прямо. Не идеально, но возможно, если чуть раздвинуть ноги. Для задних пассажиров есть 2 USB-C, и ровный пол, это радует. А теперь эксклюзивный взгляд на багажник нового ID Polo. Объем 435 литров. Для такой компактной машины это очень много. Обычно мой дорожный чемодан лежит вот здесь, но сейчас, смотрите, он спрятан под полом и помещается полностью, прямо полностью. Эта фишка осталась еще с концепта. Можно поднять эту панель, и под ней огромный отсек. Туда встают даже 2 коробки с водой рядом. Очень наглядно. И действительно эффектно. Всю эту секцию можно и вовсе снять. Плюс есть традиционная верхняя полка, и чемодан проходит под нее тоже. Давайте измерим. Ширина около 1 метра. Глубина стандартной зоны примерно 65 сантиметров. Чтобы сложить сиденье, нужно убрать вот эту крышку или просто подойти со стороны дверей. Спинки складываются в пропорции 2/3, 1/3.
В сложном виде длина багажника около 1 метра 35 сантиметров. Высота примерно 66 сантиметров. Но если снова использовать нижний уровень, как я показывал, сюда уже можно поставить более высокие предметы. Например, растения, потому что высота увеличивается до примерно 1 метра 12 сантиметров. Начинаем движение на новом Polo ID Polo. Хочу начать с разворота. Когда я выворачиваю руль до упора, передние колеса поворачиваются очень сильно. Для машины с передним приводом это даже неожиданно. И поэтому радиус разворота здесь действительно хороший. Дальше медленный проезд по неровностям. У нас стоят 19-дюймовые колеса, и мне важно понять, насколько комфортно машина едет именно на них. Если нужен максимум мягкости, самый комфортный вариант, конечно, 17-е диски. Но движение на этом автомобиле – это не только ровный асфальт. Иногда и дорожное покрытие похуже. На этой парковке есть и выбоины, и грубый неровный асфальт. И все равно ощущения довольно мягкие. Даже на 19-дюймовых колесах. Я ожидал, что будет жестче. Мы уже обсуждали заднюю подвеску, полузависимую балку. Она дала большой плюс багажнику, но минус в том, что многорычажка обычно комфортнее. И именно поэтому мне интересно, как автомобиль поведет себя дальше на ходу. И забавно, что мы начинаем тест-драйв именно на гравийном участке. И здесь машина ощущается очень живой, очень маневренной, почти как маленькая раллийная машина. Короткие переходы вправо-влево, и она реагирует охотно. Руль в режиме комфорт, очень легкий, но мертвой зоны нет, реакция прямая. Режимы движения можно менять через сенсорный экран. В спорт педаль газа становится отзывчивее, а руль чуть тяжелее. И лично мне хотелось бы еще немного больше усилия в спорт. Но это все еще калибруется. До финальной версии прошивки есть время. Мертвой зоны нет. Реакция прямая. Вот тут птички на дороге, аккуратней. Но да, я бы хотел еще немного большего усилия в режиме спорт. Это субъективно. Лия, например, предпочитает более легкий руль. Езда по таким неровным участкам ощущается почти как ралли. Очень необычно. И классно тестировать машину именно здесь. И даже с передним приводом у вас все равно есть этот мгновенный электрический отклик. Нажал на педаль, и машина сразу отзывается. И на неровностях это не вызывает проблем. Подвеска не супер мягкая, настройка скорее спортивная. Но комфорт остается. И сама посадка тоже очень удобна, даже для высокого водителя. Поворотники с классическим подрулевым рычагом. И вот мы заезжаем в тоннель. Здесь много песка на покрытии. Выезжаем на дорогу, и впереди первый круг. Торможу. Работает смешанный режим. Большую часть времени все идет через рекуперацию, и до механики вы почти не доходите. Разгон тоже хороший. Машина ведь не тяжелая, около 1600 килограммов. Разгоняюсь вот здесь. И даже когда нажимаю резко, автомобиль остается полностью контролируемым. Никаких странных реакций. Поведение очень предсказуемое. Теперь выезжаем на скоростную дорогу. Здесь можно чуть быстрее. И сделаем первый разгон. Показать приборы я не могу, но могу рассказать, как она едет. Итак, разгон с 50 до 80. Поехали. Готово. Вот и все. С 50 до 80 очень легко. Съезжаем со скоростной дороги, и я уже чувствую, что эта машина реально дарит удовольствие. Настройка очень нейтральная. Кузов почти не двигается. Даже если немного провоцирую, никакой раскачки не начинается. Для меня хорошая подвеска – это когда ее почти не чувствуешь. Нет дрожи, но нет и излишней жесткости.
Ты едешь как будто напрямую по дороге. И именно так обычно работает по-настоящему удачная настройка. И да, разгон из поворота здесь очень приятный. Теперь у модели переднеприводная платформа. Лично я больше люблю задний привод, как у ID3, ID4 и других моделей. И заднеприводная схема здесь была бы возможна. Но решение сделать основу на переднем приводе было намеренным. Внутри Volkswagen очень много сторонников переднего привода. Но машина по-настоящему ощущается действительно живой. Хотя я предпочитаю задний привод, здесь реально много удовольствия. Мгновенно отклик электромотора, 211 сил, и постоянно хочется ускориться и нырнуть в очередной поворот. Очень классное ощущение. По интерьеру, по крайней мере потому, что мы сегодня могли показать, у Renault R5 есть интересные детали. Например, более мягкий руль. Но именно везде этот поло ощущается чем-то особенным. Устанавливается моментальная связь с машиной. И просто становится приятно ехать. Представляй себе серпантины где-нибудь в горах, и эта машина там будет очень кстати. Да, электроверсия тяжелее, чем Polo DVS, это факт. Но центр тяжести ниже и разгон мгновенный. И именно за счет этого машина кажется более маневренной. Тормозное ощущение тоже хорошее, даже несмотря на то, что в большинстве ситуаций вы едете на рекуперации. На раннем концепте, когда модель еще называлась ID2, мы показывали ретро-приборы. Такие классические шкалы, они подчеркивали характер автомобиля. И здесь есть контроль слепых зон. Тоже важная часть безопасности. Немного более активной езды сейчас, и это действительно весело. Я поражен. Вес у машины не маленький, если сравнивать с версиями на DVS, но низкий центр тяжести и настройка подвески делают свое дело. Комфорт держится даже на 20-х, точнее на 19-х колесах, а я еду немного быстрее, чем ожидал. Иногда я себя ловлю на мысли, а какая скорость сейчас? Потому что ощущения быстрого движения нет. И это удивляет. Ходишь в поворот, и можно реально сильно закладывать. Я в режиме спорт, ускоряюсь на выходе, и руль всегда делает ровно то, что мне нужно. Это почти как маленькие гонки. Очень стабильно, очень быстро. Volkswagen говорил, что настройка должна быть ближе к Golf. Я бы не сказал, что Polo едет лучше, чем Golf. Но сейчас резко торможу, и управление просто феноменальное. Ощущение, как будто едешь в симуляторе. В плане вождения эта машина действительно убеждает. Ее невероятно легко вести, будто можно стать гонщиком и идти на быстрые круги почти без опыта. И это, по сути, тоже добавляет безопасности. Ты всегда понимаешь, что делаешь. Руль, тормоза, газ, все очень точное. И есть еще одно ощущение. Иногда кажется, что едешь почти как на раллийной машине. Потому что автомобиль маленький, компактный. Ты чувствуешь его положение буквально в сантиметрах в повороте. Можно вывести машину к самому краю траектории, если ожидаешь встречный поток. И это ощущается естественно. Я все еще не могу привыкнуть, что мы едем так быстро. А внутри все спокойно. Наверное, хорошо, что я пока не могу показать приборы. Это странно, но в хорошем смысле. Как быстро машина проходит повороты, и как легко она остается управляемой.
Сейчас небольшое обгонное ускорение, ух ты, и все равно абсолютно контролируемо. Впечатляет. Я ожидал, что он будет ехать хорошо, но не ожидал, что он будет ехать настолько хорошо. И несмотря на то, что это электромобиль с тяжелой батареей, ты практически не чувствуешь этот вес. В крупном сегменте это показал BMW iX3 с его великолепной подвеской. А здесь в классе компактных электромобилей именно эта машина задает тон в плане удовольствия от вождения. Я мог бы делать это весь день. И далеко не про каждый электромобиль я так скажу. Это просто невероятно. Я правда не могу перестать удивляться тому, насколько приятно он едет. Это что-то особенное. И я даже не уверен, насколько длинным должен быть этот тест-драйв. Потому что мне кажется, что можно говорить и ехать здесь часами. Очень жду момента, когда смогу показать вам полный вид вперед, когда нам это разрешат. Поразительно, насколько безопасно, спортивно, плавно и быстро все ощущается. И нам нужно поговорить о рекуперации. Стандартный режим называется D-Auto, если можно так сказать. Это адаптивная рекуперация. Преимущество в том, что если впереди никого нет, и я отпускаю педаль газа, машина просто катится. Но если впереди появляется автомобиль, то почти как в адаптивном круиз-контроле машина сама замедляется. Вот в этом и плюс, система подстраивается. Минус – поведение не всегда одинаковое. И иногда хочется большего постоянства, чтобы машина реагировала предсказуемо. Функцию можно отключить в меню мультимедиа, но пока непонятно, будет ли система запоминать последний выбранный режим постоянно. Альтернативный режим – режим B. И его чувствуешь сразу. Рекуперация становится очень сильной. Это уже близко к движению на одной педали. Давайте проверим на круге. Я просто отпускаю газ, и вот оно. Очень-очень сильное замедление. Позже посмотрим, сможет ли машина замедляться до полной остановки. Я попробую вам это показать. Но одно совершенно ясно. В режиме B рекуперация действительно очень сильная. Доступны разные режимы под ваши предпочтения. Есть даже комбинации B-режим плюс рекуперация до нуля. То есть полноценное движение одной педалью, если вам так удобнее. И, кстати, чем больше я еду, тем сильнее меня впечатляет динамика и поведение машины. Это правда удивляет. По весу, именно в динамике, вы этого почти не чувствуете. Но вот организм чувствует. После долгой активной езды, легкая машина на ДВС воспринимается телом проще. Кстати, мы еще не сказали про максималку. Здесь она 175 км в час. Для версии GTI рассматривают возможность сделать скорость чуть выше. Плюс у GTI появится электронная блокировка переднего дифференциала. А теперь про цену. Версия с маленькой батареей, которую выберут немногие, стартует чуть ниже 25 тысяч евро. Та машина, что у нас сегодня, большая батарея и мощность 211 сил, примерно 35 тысяч евро. А GTI, скорее всего, выйдет около 38 тысяч. Но большинство клиентов будут брать эту модель в лизинг. И тогда роль играет не прайс-лист, а ежемесячный платеж. Volkswagen действительно хочет сделать автомобиль доступным для широкой аудитории. Посмотрим, получится ли. Как я уже говорил, один из главных конкурентов – Renault R5. Есть постоянная дискуссия про маленькие батареи электромобилей.
Минус в том, что на длинные отпускные поездки они подходят хуже. Запас хода ограничен. Но с другой стороны, большинство ежедневных поездок меньше 30 километров. Около 90% всех поездок короче 30 километров. И тогда возникает вопрос, а нужна ли вам большая батарея? На данный момент они не могут поставить аккумулятор больше. Ни по цене, ни по упаковке в таком компактном кузове. Поэтому маленькие электромобили и в будущем будут иметь сравнительно небольшие батареи. Но для большинства случаев этого вполне достаточно. И все же остается вопрос, будет ли это вторым автомобилем в семье? Или он может стать единственным? Буду рад продолжить эту дискуссию с вами в комментариях. И как вам внешний вид, интерьер и технические детали, которые мы уже посмотрели. И, конечно, сам тест-драйв, он получился очень интересным. Мы скоро покажем окончательный интерьер и позже полностью готовый экстерьер серийной версии. А еще посмотрите обзор конкурента Renault 5 и ID Cross, кроссоверную версию этой модели.